Всем привет, народ! Сегодня будем обсуждать Telegram-бот Bombi, потому что у нас, надеюсь, осталась последняя неделя, когда нам все-таки все посчитают, когда будет какая-то генерация токена, когда нам раздадут все это, там, не знаю, может быть, на кошельки, либо хотя бы покажут баланс того, сколько мы заработали, да, укажут, какая будет общая эмиссия токена, чтобы мы смогли посчитать свои заработки. Ну, что-то, какую-то очень конкретную информацию, надеюсь, на этой неделе они нам выкатят, и мы уже будем готовиться к листингу, который должен у нас состояться. В предыдущем своем ролике я ошибся немножечко с расчетами, да. Кэти у нас выходил 20-го, Кэти Зен выходил у нас 20-го, минус там эти дни, и, соответственно, у нас тоже Bombi листинг, судя вот по вот этому посту, что у нас осталось 14 дней от 7 мая, включительно 7 мая, то у нас 20 мая 2025 года должен быть листинг. Именно листинг. Кто бы там что мне не писал под комментариями, что я там не знаю, что такое листинг, что такое ТГЕ. Вот, именно листинг, потому что токен Кэти у нас также по такому же баннеру, именно с таким же отчетом, именно вышел на листинг, то есть начал торговаться на бирже. Можете перейти на, не знаю, любую биржу, там, на тот же Bybit, посмотреть, что 20 числа у нас выходил Кэти токен. И зайти на их канал, найти этот пост и посчитать, да, что пост, включая тот день, в котором он выходил, это вот дата листинга, именно листинга. Вот. И, соответственно, здесь у нас то же самое, повторяется история именно в Bombi. И вот этот отсчет, это именно дата листинга. Ну, по крайней мере, так было в Кэти. То есть, точнее, с токеном Кэти, в Кэти Зен. И здесь все то же самое, вроде повторяется. Я не думаю, что команда разработчиков Кэти Зен, да, вот эта крупная уже команда разработчиков, которая там миллионами долларов нашими крутит-мутит, будут нас вот так обманывать, будет делать по-другому как-то одни и те же посты, одни и те же баннеры, да, и, возможно, одна и та же ситуация, что все-таки 20 числа, 20 мая мы увидим с вами листинг токена Bombi уже на биржах. А так как у нас до 20 числа еще уйма времени, получается еще более недели, да, точнее, ну, почти 2 недели, там, ну, 1,5 недели, то вот как раз в неделю перед 20 мая у нас, если я не ошибаюсь, 20 мая это у нас будет вторник, да. И, соответственно, вот мне кажется, почему именно 20 мая была выбрана дата, что вот эта предыдущая неделя с 12 у нас по 18, ну, 18-17 это выходные, с 12 по 16 мая они будут как раз и проводить те самые расчеты, конвертацию этих всех наших поинтов, которые мы с вами в Bombi заработали, будут показывать нам наши балансы, мы будем подключать свои кошельки, делать какую-то стартовую транзакцию, ну, мы вроде чекины и так делаем, да, но, возможно, все равно нужно будет кошелек еще раз подвязывать, да, и, возможно, будет проверка Proof of Work, да, там, проверка на честность и тому подобное, ботов отсеивать еще раз, ну, что-то такое, да, по крайней мере. И в понедельник, все-таки, мне кажется, тогда, судя всем по этим датам, в понедельник у нас будет, наверное, скорее всего, ТГЕ. Возможно, оно уже и было там, да, возможно, где-то токены есть, просто они ждут своего часа, вот. Но, возможно, вот ТГЕ как раз и будет у нас в понедельник, 19 мая. Они сгенерируют токен и распределят его по нашим кошелькам, либо по биржам, что мы именно там все-таки подключим внутри телеграмма-бота Bombi. В понедельник все это нам раскидают, сгенерируют, раскидают. И уже во вторник мы ворвемся в листинг с готовыми токенами и будем торговать ими, продавать, либо их будем стейкать, держать, холдить и тому подобное. Вот, но для того, чтобы мы держали, холдили эти токены, не продавали, не лили их в стакан, они вроде бы выпускали опять 6 мая нам тот же самый пост, в котором опять угрожали нам новым вот этим телеграм-ботом, который Копибом, да, боевая наша капибара. Вот, и что стейкайте АПР, да, заработок годовой, точнее процент годовой дохода, там вот они тут показывают 1,3 икса, да, то есть 1000% годовых там. Но для того, чтобы мы стейкали, для того, чтобы мы поняли, нужно ли нам вообще держать токены Bombi, нужно ли нам их вообще держать для того, чтобы в копибомб этот нам их отправить на стейкинг, нам нужно увидеть этот копибомб. Вот, у них осталась всего 1 неделя для того, чтобы выкатить этот новый телеграм-бот CopyBomb, чтобы мы его с вами посмотрели, как там игра эта вся завязана, посмотрели все эти механики и уже поняли, стоит ли нам туда ставить на стейкинг наши Bombi, либо все-таки мы польем все это в стакан. Вот, и пока мы этого не увидим, нет никакого смысла, мне кажется, держать
вот эти токены Бомби для того, чтобы их в копибомб именно внести. Так как листинг у нас любого такого токена, который вот выходит у нас на Телеграме на листинге, он показывает одни и те же тенденции. То есть все это льется в стакан, все это вниз укатывается, и, возможно, проще будет как? Продать все свои токены на листинге, если мы там несколько иксов зарабатываем, да, а потом дождаться, когда выйдет у нас этот копибомб, попробовать его, посмотреть, и потом уже на дне откупить эти токены Бомби и внести их туда в копибомб, чтобы там их стейкать. Вот, но это ни в коем случае вам не финансовый совет. Не знаю, буду ли я так поступать или нет. Покажет время. Все покажет время, покажет, сколько там дадут все-таки этот Бомби иксов нам, либо если это будет 0, то смысл вообще их держать, я их все солью, чтобы хотя бы свое забрать, потому что будет памп этот, не будет, никто не знает. Вот. Токен Кетти у нас тоже показывает не особо замечательную тенденцию. Вот, и что? Закончился у нас у Кэтизена Airdrop Pass второй, получается второй сезон аирдропа. Мне уже мои токены пришли, 200 с чем-то тысяч, получается, поинтов, точнее, Бомби. Мне уже пришли на баланс, я их забрал. То есть на аккаунт, по-моему, только я его забрал на аккаунт Дурова, а не на Сатоши. И что у нас в Бомби опять появился? Снова очередной вот этот наш чекин. Они не знают уже, чем нас здесь не знаю, не то что обрадовать, да, чтобы хоть что-то происходило в этом телеграм-боте, они нам снова вводят чекин. Для чего эти чекины нужны, я вообще не понимаю. Нафига их столько много, да, кого они так пытаются отсеять, либо они пытаются, не знаю, там, дождаться все-таки, кому надоест эти все чекины и их отсеять, что-то такое может быть. Для чего их так много нужно и так часто, я не знаю. Появился вновь этот чекин, не знаю, когда выйдет ролик этот про Бомби, может таймер уже будет по-другому, но по моим расчетам у нас очередной чекин был сделан там на 5 дней, образно сказать, заканчивается у нас он в воскресенье, точнее в понедельник, заканчивается в понедельник у нас он 12 мая 2025 года. Да, получается, 12 мая 2025 года в понедельник у себя в телеграм-канале в посте я ошибся. Здесь вот поправляюсь в ролике. В понедельник у нас заканчивается этот чекин очередной. Ну и надеюсь, все-таки все же начнется какая-то подготовка к ТГЕ, подсчета каких-то поинтов наших токенов, информация по поводу эмиссии. Да. Наконец мы увидим, может быть, сколько мы все-таки заработали. Будем сидеть, считать, пробовать, сколько будет стоить токен, сколько денежков нам начислили. Будем либо разочаровываться, либо радоваться. Вот такие вот новости у нас по телеграм-боту Бомби. Пока здесь тишина, никаких больше у нас тут акций мега нету, кроме вот этих вот чекинов очередных. Балансы потихонечку копятся. И насколько это все нужно, я не знаю. Ждем следующую неделю, ждем уже каких-то новостей. Мне кажется, все-таки будут уже калькуляции у нас на следующей неделе. И мы все это узнаем, увидим у себя в телеграм-ботах. Вам крайне не советую заходить в подобные проекты, чтобы вот так не сидеть, не ждать, не думать, не гадать. Мы уже очень долго, комьюнити Бомби ждет вот этого того самого листинга, раздачи дропа, да, чтобы наконец-то забрать хотя бы свое, либо заработать все сверху. Так что не делайте так, не заходите в подобные телеграм-боты, не вносите донаты, не тратьте время свое, не тратьте деньги свои. А я с вами прощаюсь. Всем пока, народ.